Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкуснейшее рассыпчатое печенье из очень простых ингредиентов. Оно содержит много белка и немного муки, а на вкус потрясающее. Друзья, я подготовила для вас сборник рецептов из самых простых ингредиентов. В нем 15 новых десертов, которых нет на моем канале. И приготовить их вы сможете, купив продукты в обычном магазине, а большая часть ингредиентов уже есть у вас дома. Во всех этих десертах нет даже подсластителей. Особенно хочу выделить удивительное шоколадное печенье с насыщенным вкусом, которое готовится даже без муки. И потрясающий апельсиновый тортик. Такого интересного вкуса я не пробовала ни в одном другом десерте. Кстати, помимо рецептов в этой книге есть бонусная страничка с заменами, чтобы вам было еще проще готовить. Переходите по ссылке в описании и скачивайте книгу. Нам понадобится 150 грамм творога. Да, именно творог – основа этого печенья, хотя во вкусе этого не чувствуется. Творог обязательно должен быть натуральным. И еще важный фактор – он не должен содержать лишней жидкости. Достаньте его заранее из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. Добавляем к творогу растопленное кокосовое масло. Либо можно использовать любое масло, которое застывает в холодильнике, например, масло ги или сливочное масло. Измельчаем эти ингредиенты блендером. Нам нужно получить максимально однородную массу, чтобы не осталось комочков творога. Чем более гладкой она будет, тем лучше. Вот такая творожная паста получается. Отдельно соединяем 150 грамм любой цельнозерновой муки. Я просто мелко измельчила овсяные хлопья, почти до состояния муки. Они дают прекрасную текстуру печенью. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и подсластитель по вкусу. Перемешиваем сухие ингредиенты. Объединяем их с творожной массой и тоже тщательно перемешиваем. Тесто получается достаточно густое. Оно не липнет к рукам, но при этом довольно мягкое. Из него легко будет готовить печеньки. Если вдруг ваше тесто липнет к рукам, добавьте еще немного муки. Выкладываем в тесто 50 грамм шоколада без сахара, нарезанного небольшими кусочками. При нарезке могут появляться и мелкие крошки шоколада. Их я в печенье не кидаю, чтобы цвет был однотонный с контрастными вкраплениями шоколада. Перемешиваем. И можно формировать печеньки. Я делаю такую шайбочку из теста. Выкладываю на противень с антипригарным ковриком. Удобно сначала сформировать шарик, а потом расплющить его в шайбочку и подровнять. Высота каждой печеньки примерно 1,5 см. Отправляем печенье выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку примерно на 30 минут. Все, простейшее печенье готово. Посмотрите, какое аппетитное. Печеньки хорошо запеклись снаружи, а внутри они остаются мягкими и даже сочными. Тем, кто любит мягкое рассыпчатое печенье с растаявшим шоколадом, такой вариант очень понравится. А я сделаю максимально хрустящее печенье. Для этого я просто поставлю его в холодильник до полного охлаждения. Вот такое красивое печенье получается. Оно в меру сладкое и прекрасно на вкус, особенно с шоколадными вкраплениями. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри очень нежная рассыпчатая текстура. Очень красиво смотрится разлом. И это особенность теста с творогом. Выпечка с ним не становится жесткой или сухой. Она всегда имеет потрясающую текстуру, в первую очередь потому, что содержит относительно мало муки. А вот вкус творога тут точно никто не угадает. И что особенно приятно, такое вкуснейшее печенье содержит много белка и мало жиров и углеводов в сравнении с любым обычным печеньем. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!